из немножко не солнечной, но теплой провинции Аликанте передаю вам привет и хочу рассказать о заключительной части, на данный момент, по крайней мере, расследования, которое я делал вместе с другими расследованиями в течение полугода. То я уделял ему много внимания, потом забрасывал. У меня не было изначально понимания, к чему приведет это расследование, поэтому я горд сказать, что я открыл больше, чем я мог предположить в самом начале. Первые две части расследования вы можете прочитать в открытом доступе на сайтах Buy Me a Coffee, можете прочитать на Патреоне или на Бусти. Там есть некоторые выводы в этих двух частях, есть описание масштабов сеток пропаганды. Собственно, расследование было о наборе веб-сайтов, наборе телеграм-каналов, ВК-аккаунтов, которые распространяли нарратив пророссийский, прогосударственный. И вот эти наборы веб-сайтов и телеграм-каналов я называю сетками. Это некое такое устоявшееся обозначение для таких вот совокупностей пропагандистских ресурсов. Сетки, вообще этот материал я назвал «Зов правды», потому что одна из сеток использует слово, вернее акроним «Зов» в своем логотипе. И мы знаем, что это слово стало мемом своего рода, хотя это были тактические символы раньше, до 22 года. Вторая сетка называется «Правда», потому что в доменном имени и в оформлении используется это слово «правда». И третью сетку я ее назвал «Топ Ньюс», потому что дизайн этой сетки был, и вообще вот макет страницы был скопирован с украинских сайтов с одноименным названием «Топ Ньюс». Значит, что есть в третьей части? Если, кстати, вы не подписаны на меня в социальных сетях, подпишитесь на YouTube, подпишитесь. И вы можете зайти и задонатить на Buy Me a Coffee, прочитав две бесплатные части расследования. Можете купить мне чашечку кофе, или две, или три. Но даже одной будет достаточно для того, чтобы стать моим подписчиком на Buy Me a Coffee и получить доступ к выводам, о которых я сейчас рассказываю. То же самое на Патреоне. Становитесь моим подписчиком, и у вас и на Бусти у вас появится возможность читать закрытые вот эти вот обобщения. Так вот, два вопроса, которые я разъясняю в выводах. Первый вопрос. Зачем это было сделано на самом деле? Вот эти вот сетки созданы. И вопрос, кому это выгодно, кто организатор, кто, может быть, приложил руку к участию. Потому что не все мои соображения можно доказать. Те, которые можно доказать, я пишу, что вот есть доказательства такие-то такие в выводах. Те, которые нельзя доказать, я пишу, что вот совпадение или не совпадение вам решать. Но поскольку я все-таки хочу вас замотивировать подписаться на меня, то не буду, естественно, вам рассказывать, что же там в выводах, но примерно обозначу. Первое.
доказана связь между государственным вузом и одной из пропагандистских сеток. Доказана связь между крупным российским банком, его дочерними структурами и пропагандистскими сетками. Есть почти доказанная связь с... И вообще даже я описываю историю теневого короля регионального интернета. Вы не знаете, что такие есть? А я вот тоже не знал полгода назад, а сейчас я знаю, что есть теневые короли регионального интернета. Их там несколько, которым принадлежат десятки, если не сотни компаний, оказывающие услуги интернета. Они не на слуху, как, допустим, большая четверка, но вы, скорее всего, пользовались их услугами. У меня даже есть ощущение, я не могу его доказать, но у меня есть ощущение, что я знаком лично с этим человеком. Я нашел связь в прошлом, между ним, его, вернее, организация, с государственным, кстати, участием, и вот этой сеткой «Правда». Почитайте, вы удивитесь, насколько большой бизнес буквально в тени остается. Что еще? Ну вот представьте себе, есть сотни сайтов, и количество этих сайтов все время растет. Я все время себе задавал два вопроса. Но слово «правда», ведь оно для нас звучит как-то понятно, для носителей русского языка. Ну, имеет еще какое-то значение для тех, кто знает, что «Правда» — это название советской газеты. Но ведь для испанцев слово «правда» не имеет никакого значения. И, соответственно, создавать сайт со словом «правда», ну, не имеет смысловой нагрузки. Создавали сетку ЗОВ на русском языке, в русских доменных именах для Украины. Изначально там было порядка 26 сайтов, сейчас их становится все больше и больше. Уже начинается смешивание дизайна. Дизайн сетки «Правда» смешивается с сеткой Топ Ньюс. Ну, там такая уже чехарда идет. Одни сайты такие, другие такие. Ну, зачем? Мне кажется, я нашел ответ на вопрос, зачем делается такое количество сайтов. Я этот ответ обосновываю. Я нашел украинский след, представляете, я нашел украинский след, документально подтвержденный, что кто-то на Украине создавал заранее сайты для домены, регистрировал и хостил домены для этой сетки на украинском телеком-провайдере уже после 2014 года. Так же, как я нашел неожиданно российская крупная СМИ, группу компаний, которая занимается разными видами медиа, то есть это издательства, и газеты издают, и, естественно, интернет-издательства, которая тоже связана с этой сеткой, чему есть подтверждение от других осинтеров, от других расследователей. Эти доказательства я привожу. А вот это издательство, о котором я говорю, вы просто не представляете, какой там спрут этих связей. Почитайте, я вам написал и с теми, и с теми, и с теми, и с теми. Вы, кстати, все... Самое интересное, что я подходил к своему вот этому, к этому расследованию со всеми, во всех частях, как к научному исследованию. То есть вы можете взять мои доводы и перепроверить их. И убедиться, что я прав. Там, где я невозможно все предположения, все выводы подтвердить прямо скриншотами или ссылками, где важно, с моей точки зрения, я вставляю скриншоты, где нет,
вы можете мне на слово поверить. Ну, стал бы я вам врать, допустим, в каких-то вещах, если принципиальные вещи я вам доказываю. Вы можете попробовать перепроверить. Так вот, представляете себе, что в 2013 году вот это крупное издательство, о котором я говорю, оно заранее готовилось, зарегистрировало больше десятка доменов с именем украинского города, который на 2013 год и близко не был рядом с линией фронта. Почему? Этим вопросом я задаюсь. И предлагаю ответы на него. Есть еще более крупные, более крупных экосистемы, которые одна экосистема документально доказана, причастна к деятельности этих сайтов. Это все компании с государственным участием, что важно. А другая предположительно причастна. Ну, я высказываю предположение. Также я пытался найти в третьей части и показываю, как я это искал, как я это делал, конкретных физических лиц, которые причастны к созданию этих сайтов. В результате я вам показываю в третьей части, насколько огромно эти экосистемы связаны между собой, как много этих всех сайтов и телеграм-аккаунтов, насколько они в одной части неэффективны, в другой части, для чего, я думаю, их больше всего и создавали, они достаточно эффективны, как средство пропаганды, но такой вот, скорее завуалированный, чем явный. Я показываю в итоговой части, как меняются, дело в том, что меняются эти сетки. Еще раз призываю вас оценить мой труд, оформить на меня подписку, либо вы можете задонатить, и вам станет доступна третья часть и за разовый донат, но лучше подписка на Патреоне и на Бусти. И чем больше будет подписчиков на 3 площадках, тем выше вероятность того, что я выложу следующее видео прямо именно в форме туториала, урока. Я хочу вам приоткрыть завесу тайны и буквально что-то типа скринплея записать, продемонстрировать, каким же образом технически я ищу информацию по открытым источникам. Все. Подписывайтесь на меня на YouTube, потому что я не только расследованием занимаюсь, но и всякими другими журналистскими делами. Плюс просто вам рассказываю о жизни в Испании. У меня же есть школа юридической самозащиты, где мы по российскому законодательству коваными сапогами проходимся. Так что я надеюсь на вашу подписку, на комментарии. Напишите мне темы, если у вас есть темы для расследования, напишите их. Ну и ставьте лайки, расшаривайте это видео, приходите на площадку Buy Me a Coffee, на Patreon и на Boosty. Увидимся там. Пока-пока.